Привет! В сегодняшнем моем ролике ты увидишь довольно интересное сравнение двух пар беспроводных наушников. Это Realme Buds Air 2 и Huawei FreeBuds 4i. Для постоянных зрителей моего канала и подписчиков Телеграма результат будет скорее более очевиден, нежели для тех, кто видит мой ролик впервые. Ведь казалось бы, чего тут сравнивать? Первые в 2 раза дешевле вторых, и логично, что 4i по-любому должны быть лучше. Однако в подобном сравнении у нас имеется именно тот редкий случай, когда цена хоть и будет являться решающим фактором, но скорее не в пользу дороговизны. Итак, начну я по традиции с внешнего вида наших сегодняшних претендентов. Обе модели выполнены из глянцевого пластика, причем как сами наушники, так и их зарядные кейсы. Однако в черной версии Realme Buds Air 2 есть один очень важный элемент. Это матовая основная часть корпуса, где расположена камера с звуководом. Дело все в том, что именно благодаря такому решению наушники имеют очень хорошую посадку. По крайней мере в 80% случаев сядут они в любые уши. Но здесь также не могу сказать, что посадка в Huawei лично меня чем-то напрягает. Но даже визуально можно понять, что основные корпуса этих двух моделей сильно отличаются в размерах. Допустим, людям с маленькими ушными раковинами я бы смело мог рекомендовать гарнитуру от Realme, тогда как Huawei могут подойти не всем. Разумеется, во многом хорошую посадку должны обеспечить и сменные амбушюры, и здесь у обеих моделей с этим полный порядок. Большинству не придется ничего менять, и подобрать необходимый размер можно будет прямо из комплекта. Кстати, если уж идти до конца, то для многих, как выяснилось, очень важен и вес самих наушников. И здесь снова все, увы, не в пользу Huawei. Каждый наушник FreeBuds весит по 5,4 грамма, в то время как у Realme получается по 4,1. Теперь поподробнее поговорим о зарядных кейсах. Оба они довольно компактные, со скругленными краями, а-ля pocket-friendly варианты. Но опять-таки лично на мой взгляд, футляр от Realme из-за своей более сплющенной формы в кармане будет выглядеть практически незаметно. Обе пары наушников имеют на борту современный разъем Type-C для зарядки, а также по одной физической кнопке для первичного сопряжения и сброса наушников до заводских настроек. Расположение этих элементов идентичное на обоих корпусах, ровно как и местонахождение единственного статусного светодиода состояния на передней стороне. Подключаются обе модели по открытию крышки кейса. Сопряжение быстрое, здесь вопросов никаких. Но даже в этой дисциплине чисто из эстетических соображений пальма первенства у Realme за счет встроенного в петлю доводчика. Крышка в открытом состоянии не болтается и не норовит закрыться, пока достаешь наушники из кейса. Huawei таким похвастать не могут, здесь все схлопывается от малейшего движения. Ну и заключительный параметр — это встроенный в кейс аккумуляторный блок. И снова здесь очередная безоговорочная победа Realme Buds Air второго поколения с емкостью в 400 мАч против мизерных 215 FreeBuds 4i. Такой маленькой емкости в кейсе Huawei не хватит даже на 2 полноценных зарядки наушников, и это еще не учитывая саморазряд, который никто не отменял. А вот от кейса Realme наушники можно смело заправить раза 3-4 по полной, от 0 до 100%. При всем при этом время автономной работы наушников на 100% громкости в обоих случаях примерно одинаковое: 5 часов и 18 минут у Realme против 5 часов и 44 минут в Huawei. Что характерно, и там уровень максимальной громкости с хорошим запасом. Данный тест я проводил в идентичных условиях на своем смартфоне Poco X3 NFC с модулем Bluetooth 5.1 на борту. К слову сказать, в кейсе каждой из моделей имеется опция быстрой зарядки. 10-15 минут нахождения наушников внутри обеспечит тебе около часа проигрывания музыки на максималках. Теперь, пожалуй, вкратце я пробегусь по основным функциям наушников и остановлюсь лишь на самом важном. Дело все в том, что по данной дисциплине наушники очень схожи. На борту каждой модели имеется 3 режима работы: активное шумоподавление, нормальный и режим прозрачности. Работают они плюс-минус одинаково, я вот совсем разницы не услышал. Возможно, шумодав FreeBuds и чуть лучше справляется, но в целом, как по мне, все одно и то же. Переключаться между режимами можно как с самих наушников, так и с фирменного приложения. В Buds Air 2 это Realme Link, а Huawei работает под управлением AI Live. И снова, лично на мой взгляд, основное управление в Realme намного удобнее и, как ни странно, богаче. Здесь есть целых 3 основных жеста: это двойное и тройное касание, а также жест на удержание пальца на сенсоре, на которое по умолчанию и зашито переключение между режимами, точно так же, как и в Huawei. Только вот у Realme данное действие можно перенастроить под себя, а вот у FreeBuds такой возможности нет.
Да и по-хорошему, с единственным жестом на борту в виде двойного касания в Huawei не шибко так и разгуляешься. При всем при этом в Buds Air 2 можно настроить еще один дополнительный жест на удержание сразу двух сенсоров в течение пары секунд. На него-то я и повесил активацию игрового режима, но выбрать можно все что угодно. Жаль только, что управлять громкостью с наушников производитель тебе не предлагает. А в остальном настройка очень гибкая, как хочешь, так и выставляй, без ограничений. Датчики автопаузы имеются в обоих моделях, и их можно активировать как раз в самом приложении. Работают они корректно, и здесь вопросов ни к тем, ни к другим у меня нет. Ну и вишенкой на торте и некой киллер фичей я считаю наличие звуковых пресетов в приложении Realme Link. Они реально рабочие, и звук действительно можно немного скорректировать под себя. И вот признаться, именно такой штуки в FreeBuds 4i и не хватает, ведь на сегодняшний день звучат наушники от Huawei хоть и чистенько, но как-то простовато, без должного объема. По крайней мере, те же Realme Buds Air 2 для меня ничуть не хуже по звучанию, а в каких-то моментах даже лучше. Тем более в последних можно навалить немного баса, когда этого очень хочется, не прибегая к сторонним приложениям. Но здесь хотелось бы отдать должное инженерам Huawei. FreeBuds 4i показывают хорошую детализацию и четкость на середине и верхах. В этом регистре они однозначно хороши. Но давай как бы серьезно, в большинстве своем мы слушаем поток, Яндекс, Apple или Spotify. Там точно не территория аудиофилии. Для каждодневного использования и прослушивания музыки через потоковые сервисы того, что есть в наушниках от Realme, более чем достаточно. Ну и говоря о ежедневном использовании, нельзя не сказать и о встроенных микрофонах. Опять же, лично на мой слух, шумоподавление на микрофоне в наушниках Realme отрабатывает лучше. Да, звучание возможно немного приглушенное, но в целом сторонние шумы они отсекают намного бодрее. Прямо сейчас я предлагаю тебе послушать и сравнить работу микрофонов в этих двух моделях. Проверяем работу микрофонов в наушниках Realme Buds Air второго поколения. Вот таким образом это все звучит в закрытой машине. Я уже приготовился открывать окна, уже их открыл. Создается максимум шума, там с двух сторон задувает ветер, создает такой эффект ветра, да? И мы слушаем, как отрабатывают шумодавы в этих наушниках, собственно, при таком сценарии использования. Ну и по традиции второй тест с печкой. Сейчас выкручиваю ее на максимум. Вот так вот у меня потихонечку она набирает обороты. Сейчас уже через 5 секунд будет в салоне максимум шума. И вот уже его сейчас я тебе включу, чтобы ты послушал, как здесь шум в салоне. И сейчас мы слушаем, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Если ты, допустим, зимой будешь обогреваться печкой в машине на полную и разговаривать с кем-то по вот этим вот наушникам. Но вот так работают микрофоны в наушниках Realme Buds Air второго поколения, хотя, в принципе, я, наверное, таковыми бы их не назвал. Первые Buds Air были вкладышами, сейчас это внутриканалки. Я нахожусь сейчас на ВДНХ, и ты можешь слышать, как вот на такой вот тихой, спокойной улочке в парке работают микрофоны в этих наушниках. В принципе, ветер здесь есть. Если его не слышно, это хорошо, но тем не менее ветер сейчас есть. Так что можешь оценить качество работы шумодавов в этих наушниках. Ну вот машин, к сожалению, здесь не ездит. Поэтому, ну вот при таких условиях работать они будут именно так. Проверяем работу микрофонов в наушниках Huawei FreeBuds 4i. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. С двух сторон мне сюда задувает ветер, очень сильный ветер сегодня. И, в принципе, можно примерно понять, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Допустим, летом, если ты будешь с открытыми окнами ехать и разговаривать с кем-то по телефону с помощью вот этих вот наушников. Вот как-то так это все работает. Напиши в комментариях, понравился ли звук данных микрофонов. Ну а теперь по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихоньку набирает обороты. И сейчас уже в течение 5 секунд у меня в салоне будет стоять очень сильный шум. Выдувает горячий воздух отовсюду. Громко очень сильно здесь в салоне. Сейчас я тебе вставлю фрагмент. И вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Здесь уже по факту, если ты зимой будешь обогреваться на полной машине, то будешь вот так вот разговаривать с собеседником. Вот таким образом тебя собеседник будет слушать. Ну что же, а вот так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать, идя по такой тихой, спокойной улочке. Машины здесь практически не ездят, ветер сегодня есть, такой небольшой, но тихий даже, я бы так сказал. И тем не менее, в принципе, можно примерно представить, как можно будет разговаривать со своим собеседником, находясь на улице.
Вот это так это все работает. Как я уже успел упомянуть ранее, в наушниках от Realme есть специальная опция для игр, при активации которой задержка становится меньше, нежели при их использовании в обычном режиме. Но это лишь в теории. На практике же мой результат из популярных шутеров PUBG Mobile и Call of Duty Mobile практически идентичен результату в том же тесте наушников Huawei FreeBuds 4i, в которых специальный игровой режим отсутствует. Таким образом, по данной дисциплине я могу считать, что у этих двух моделей примерный паритет, ровно как и по стабильности работы со смартфоном. За связь в обоих моделях отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2, и в работе со своим Poco X3 NFC я никаких обрывов за все время эксплуатации не наблюдал. Обе пары наушников очень хорошо себя проявили по этой части. Ну и подводя некий итог, возможно тебе сейчас может показаться, что в данном противостоянии я топлю за Realme, и отчасти, наверное, так и есть. Ведь как можно не признавать очевидного? Все цифры и главное свой user experience я изложил в данном ролике. И вот по совокупности всех этих моментов я прекрасно понимаю, что из этих двух пар выгоднее купить именно Buds Air 2, потому как при прочих равных, а где-то даже при хорошем таком превосходстве, ценник у Realme в 2 раза ниже наушников от Huawei. Но при этом надо понимать, что я сейчас ни в коем случае не говорю, что FreeBuds 4i плохие. Даже напротив, сделаны они очень качественно, как и все аксессуары этого китайского гиганта электроники. Но в нынешних реалиях, впрочем, как и всегда, покупатель голосует рублем. И в данном конкретном сравнении я никаких компромиссов не вижу. Разумеется, у тебя может быть совершенно другое мнение, поделиться которым ты всегда можешь в комментариях под этим роликом. Спасибо тебе за просмотр и увидимся уже в следующих моих видео. Пока-пока.